Привет, друзья! И снова с вами Эва и Виталий. Сегодня мы будем готовить долму. Долму классическую, из виноградных листьев. У нас на канале есть рецепт приготовления долмы из овощей, из баклажанов, перцев и томатов. Наши три сестры. Наши три сестры. Ссылочка есть. Но нам повезло, что мы сейчас живем в Испании, которая, как вы знаете, славится своими винами. А значит, здесь есть виноградная лоза. В магазинах здесь виноградные листья не продаются. Трабл. Да. И традиции, соответственно, готовить долму из виноградных листьев здесь тоже нет. Но поскольку так повезло нам, что у нашей знакомой в саду растет виноград, нас позвали на сбор урожая виноградных листьев. И мы решили этим воспользоваться для того, чтобы приготовить долму. Что нам понадобится для приготовления? Килограмм фарша телячьего. Хотя, как правило, в Азербайджане долму готовят из баранины. Но мы компенсируем это тем, что мы взяли бараньи ребрышки, которые вы увидите в дальнейшем, для чего нам понадобится. И для того, чтобы придать легкий аромат баранины этому, в общем-то, постному мясу, мы взяли 50 грамм бараньего жира. Если у вас нет под рукой бараньего жира, то можно класть в фарш топленое масло. Ну или растительное. Ну или растительное на худой конец, лучше топленое, сливочное. В общем, грамм где-то, ложки 3 топленого масла на килограмм мяса. Но мы положим 50 грамм бараньего жира. Нам понадобится 100 грамм риса круглого, обычного. Обязательно зелень, петрушка, кинза, укроп, базилик свежий. Мята – это обязательный ингредиент. Если нет свежей мяты, обычно кладут сухую, точно так же, как и базилик. У нас все есть в свежем виде. Значит, одна луковица большая, 200 грамм. И немножко пряностей дополнительно. Чайная ложечка молотого кориандра и чайная ложка чабреца. Нам удалось собрать полкило виноградных листьев. Сколько точно уйдет на это количество мяса, поскольку листья разных размеров, мы узнаем, наверное, в процессе только. Собственно говоря, основные ингредиенты. Но мы надеемся, что нам столько листьев хватит. Да, а может быть даже лишнее останется. Может, останется. Уберем в холодильник. Уберем в холодильник. Итак, начинаем. Поехали. Заливаем виноградные листья кипятком. Кладем сверху тарелку, чтобы все листочки были в воде, и убираем в сторону минут на 10. Лук и зелень будем измельчать в блендере, поэтому нарежем их крупными кусками. Перекладываем полученную смесь зелени и лука в отдельную емкость и приступаем к подготовке фарша. Добавляем к фаршу предварительно промытый рис, бараний жир, чайную ложку черного перца, столовую ложку соли без горки, кориандр, чабрец и измельченную в блендере свежую зелень с луком. И начинаем тщательно все перемешивать, чтобы фарш стал однородным. Сливаем воду из миски, где лежали листья, и начинаем их раскладывать по краю какой-нибудь емкости. Пока листья лежали в воде, они слиплись, поэтому, чтобы ускорить и облегчить процесс формирования долмы, мы их заранее разделяем. Мы подготовили фарш, листья. И можем приступать к самой ответственной части. Мелкая моторика. Формировать долму. Начинаем сворачивать долму и закладывать ее в кастрюлю. У виноградного листа одна сторона глянцевая,
а обратная сторона матовая. С этой стороны торчит черешок и лучше видны жилки. Раскладываем виноградный лист глянцевой стороной вниз. Берем примерно 1 чайную ложку фарша, формируем из нее небольшую колбаску и кладем на внешнюю матовую сторону листа и сворачиваем в аккуратный конвертик. А ты знаешь, что приготовление долмы, так же как и во многих семьях, странах и континентах, вот люди собираются для того, чтобы совместно приготовить там пельмени, кутабы, ну что-то такое, что требует много затрат. Да. Вот. Долма также, особенно когда торжества какие-то, дни рождения, свадьбы, как правило, собираются там по 5-10 женщин, и вот они совместными усилиями крутят, так сказать, занимаются творчеством. Ну, заметьте, обычно женщины. Ну, долма обычно просто женщины. Исключительный случай. Долма точно исключительный случай. Поэтому это такое совместное времяпровождение, очень приносящее много удовольствия и радости. И иногда даже в большом казане, где готовится долма на свадьбу, например, да, ты по форме закрутки ты определяешь, кто это делал. Да, такой же неумех, как я, или суперпрофессионал. Не напрашивайся на комплимент. Очень хорошо ты заворачиваешь. Хотя есть много способов закрутки. Вот мы делаем с тобой примерно вот такие, как рулетики, да, удлиненные. А есть да, способ квадратные. Бабушка у меня делала квадратные. Да. И причем часто брали очень маленькие листья, очень мелкие. Вот это мы с тобой считаем маленький лист, да? А ты представь листик, который на поверхность, ну, как бы самый первый, вот, да, на веточке, и он совсем маленький. И вот я помню, что в Азербайджане моя прабабушка говорила, что хорошая хозяйка делает долму настолько мелкую, то есть это как ювелирная работа, да, что у тебя там на вилочку ты сразу нанизываешь по 2-3 штучки. В общем, я когда уже сама начала готовить, я поняла, что ну таким ювелиром я не хочу быть. Все свернутые конвертики собираем в блюдо, чтобы потом сложить в кастрюлю. Можно сразу складывать в кастрюлю, где будете готовить долму, но мы сделали таким образом вам для наглядности, чтобы лучше был виден процесс. Ну, с этой задачей мы справились? Справились. Посмотрите, друзья, какая красота. Как мы хорошо ручками поработали. Начинаем сборку и приступаем к финальному этапу. На дно кастрюли кладем куски баранины, слегка солим и перчим. Начинаем укладывать долму. Очень важно уложить долму как можно плотнее, один слой за другим. Последний 4-й слой выкладываем с центра, так как долмы может не хватить на полный слой. Сверху в качестве гнета обязательно надо положить тарелку, чтобы в процессе варки долма не раскрылась. Заливаем в кастрюлю 200 мл кипятка и ставим на сильный огонь. Прошло 15 минут и вода закипела. Теперь уменьшаем огонь до минимума и оставляем долму примерно еще минут на 40-50. Наша долма готова. А теперь приготовим традиционный чесночно-йогуртовый соус. Берем 4 ложки несладкого йогурта или кефира. Выдавливаем
зубчик чеснока. И все перемешиваем. Соус готов. Можно выкладывать долму на блюдо и подавать к столу. Мы сделали это. Мы сделали это, ребята. Ну что, пробуем? Но прежде чем мы попробуем, есть одно важное замечание. Вы видели, друзья, как мы готовили долму из свежих листьев. Если у вас под рукой нет свежих листьев, а есть листья только баночного хранения, в засоле или в рассоле, то вы должны помнить важную деталь, что, вынимая эти листья из банки, их также надо как следует промыть, чтобы ушла вся соль и ваша долма не была чрезмерно соленой. А теперь можно пробовать? Да, нужно, пожалуйста. И обязательно соус кефирно-чесночный. Угу. Вот так вот прямо, как следует. Нежная за счет всех пряностей и различных видов зелени, еще и такое ароматное. Как говорил знаменитый сатирик Райкин, вкус специфический, во рту тает. И вот надо еще попробовать мясо, которое практически развалилось на части. Да, нож здесь не нужен, его можно есть просто так. Я вот люблю тоже с чесночком, да. Макать сюда. Очень подобно, зубы не нужны. Всем без зубом рекомендую так готовить мясо. Попробуем в твоем варианте. Попробуем. С чесночком. Супер. Очень вкусно. Просто очень вкусно. Что не ешь, оставь детям попробовать. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, делитесь своими рецептами, задавайте свои вопросы. А главное, не бойтесь экспериментировать. Готовьте с нами, готовьте как мы, готовьте лучше нас и угощайте своих любимых и близких потрясающе вкусной едой. И не забывайте ставить лайки. Пока! Пока!